Добрый вечер, уважаемые любители кино и профессионалы киноиндустрии. С вами «Камерная панорама». Мы вновь возвращаем эту рубрику на наш канал, и сегодня она будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос. Да, действительно, в 50-е, 60-е годы прошлого века мы были первыми. И были первыми во многих областях. И не только в области ракетостроения. Но и первой кинокамерой, побывавшей в космосе, была именно советская кинокамера. Киносъемочный аппарат Convas автомат имел индекс 1 КСР, что означало киноаппарат ручной, киносъемочный аппарат ручной. Вот такой аппарат появился в 1954 году в СССР, и свое название получило по сокращению имени, фамилии разработчика Василия Константинова. Вот. И камера предназначалась для 35-миллиметровой кинопленки, могла снимать 60 метров пленки, это 2 минуты изображения, и по тем временам это была вполне передовая камера. И что примечательно, это была камера полностью отечественной разработки. Хотя, конечно, в ней прослеживаются какие-то мотивы французской кинокамеры фирмы Эклер, которая называлась Камифлекс, которая выпускалась с 1947 года. Где-то можно посмотреть зеркальную наводку от камеры Арифлекс 35, но все же с большой уверенностью можно говорить, что Convas наш, что полностью был создан, разработан в Советском Союзе, и им была снята практически вся советская кинохроника того периода. Большинство документальных фильмов и даже эпизоды художественных фильмов, таких как «Летят журавли», «Неотправленное письмо». В них Урусевский, используя ручную камеру, снимал именно Convas'ом. И в том числе Convas стал первой космической кинокамерой. Земля, вот особенно когда она уходит из зоны, если из иллюминатора бокового вверх, кажется таким громадным шаром, который висит в пространстве. Это была кинокамера, которая впервые взглянула на Землю с высоты орбиты. И впервые мы увидели реальные кадры нашей планеты и кадры, снятые внутри космического корабля, благодаря съемкам первого космического кинооператора Германа Степановича Титова. Вот видно, как он держит камеру Convas той же модели. Аппарат отличается только тем, что он черного цвета покрашен, и на нем стоят несколько другие объективы. Вот у Титова был 18-миллиметровый сверхширокоугольный объектив и, видимо, еще 135-й длиннофокусный. А у меня сейчас здесь стандартный набор штатных объективов. Это 75 миллиметров объектив, 35 миллиметров нормальный объектив и широкоугольный 22 миллиметра. Когда мы ее восстановили, она действительно была нерабочая, там много чего не хватало, ни обтюратора, и многих запчастей. И наш вот уникальный мастер Анатолий Антонов смог ее восстановить в полностью рабочее состояние. И теперь камера, как вы видите, работает как часы. Да-да, вот так вот она трещала в то время и сейчас, то есть мы можем слышать такой треск, это еще без звукопленки, представляете, то есть, но камера полностью работает, и для того, чтобы испытать ее, мы решили отправиться на родину Германа Степановича Титова, откуда он начинал свой героический путь. Ну и как дань памяти, наверное, вот и Титову, и первым космонавтам, операторам, которые снимали космос, в том числе, мы решили снять именно на кинопленку вот эти места. Вот мы проехали 270 километров от Новосибирска сюда, в деревню Полковниково, ради того, чтобы снять кинокамерой Convas то место, откуда был родом, даже где прожил первый, второй космонавт Герман Степанович Титов. И приехав на родину Германа Титова, нам, конечно, хотелось поснимать кинокамерой Convas
в принципе, такой камерой, которой Герман Степанович снимал в своем полете. Нам даже интересно, как такой камерой можно было снимать в космосе, находясь в космическом аппарате, в невесомости, и немножечко, конечно, прикоснуться к работе космических кинооператоров, хоть немножечко как-то ощутить это на себе. Конечно, это на самом деле это не просто, даже на самом деле на Земле, вот я на Земле снимать этой камерой, замеряя какими-то примитивными экспонометрами, то есть это вообще целый труд. А как это делать, то есть оказавшись в полете, вообще было, конечно, удивительно. Но вот сейчас мы сделаем здесь несколько кадров в полете. Так, сколько у нас показывает экспозицию? Солнце ослепительное, космическое. Что у нас вообще полностью закрытая будет диафрагма от 16 до 22. Аккумулятор. Сколько? 8 вольт, 7,5 вольт. Ну, наверное, на самом деле Титов мог подключаться к бортовой сети космического корабля. Вот такой вот музей замечательный выстроили. Здесь память о Германе Титове. Хороший музей, конечно, сделали для простого российского села. Это, конечно, удивительно. Такие вот приборы, они использовались раньше. И я думаю, что как историческая реконструкция это вполне уместно, потому что я не знаю, как космонавты, но в авиации эти приборы применялись на аэрофотосъемке, на фотопулеметах. И вот так раньше их крутили, то есть вот такие бачки. Универсальный проявочный прибор или бачок Морзе, другое его название. Сколько будешь проявлять? Я думаю, что 30 минут буду проявлять, потом будет промывка и фиксаж. На выходе мы получим уже вот проявленный такой же результат. Надеюсь, все получится. Вот такая вот у нас получилась киноэкспедиция. Интересно. И Конвас не подвел. Он доказал, что он может даже спустя 60 лет, а камера, это вот конкретно вот эта, камера 1958 года. То есть камера даже 63 года, да, получается, этому аппарату. И поэтому скажу, что... Конечно, это здорово, что все работало. В принципе, мне снимать понравилось этой камерой. Но, конечно, было много неудобств. В первую очередь, это то, что мотор здесь не имеет стабилизации. И вот регулируется скорость может только реостатом, уменьшением напряжения или увеличением. И пока происходит разгон, конечно, теряется драгоценная пленка, и это, конечно, было очень тяжело. Вот. Ну и, конечно, вес камеры, в космосе-то космонавт не ощущал вес, конечно, а вот земным операторам приходилось, конечно, тяжело таскать и штатив, соответствующий под эту камеру, и сам аппарат, и кассеты с пленкой, и блок питания, который вот тоже... Мы изготовили, Анатолий Васильевич, конечно, наш мастер, сделал блок, и питается камера это от теперь
12-вольтового аккумулятора. Хотя изначально в Convos вот этой модели шли аккумуляторы 7,5 вольт. Но у нас такого аккумулятора не было. В принципе, 12 вольт через реостат нормально питает этот аппарат. Ему хватает, и он не сгорает. Самое главное. Этот блок у нас и для рефлекса сделан, блок питания, и для Convos он подходит. Полярность совершенно подключения не важна. Здесь мотор крутится, как ни странно, во все стороны. Вот показывает 12 вольт как раз приборчик у нас. И вот представьте, таскать с собой вот такой аккумулятор. Блок кассет еще. Вот кассетница оригинальная, кстати, кассетница, в которой входило 2 кассеты. Вот у нас еще одна есть пока что в запасе. Вот съемку мы обе их засняли на 60 метров пленки. И вот еще таскать кассеты, собственно, сам киноаппарат и штатив. Конечно, это большой вес. Но зато я почувствовал, как... вообще, мы почувствовали, вот у нас еще Иван, молодой участник команды, тоже приобщился к этому. И мы почувствовали, как операторы прошлого, 50-х, 60-х годов, да и 70-х, этот Convos эксплуатировался, каким нелегким был их труд, и насколько это все требует усилий и внимания, и знаний. Но для нас был это, конечно, бесценный опыт. Камеры. В принципе, она типична для кинокамер зеркальных тех лет. Это турель, в первую очередь, с 3 объективами, которые позволяют, не снимая объективов, быстро менять их. Поскольку основное предназначение камеры – это репортаж, объективы должны меняться быстро, при этом они должны быть выставлены уже, могут быть настроен фокус, и туда не попадает пыль. Это, конечно, преимущество аппарата. Вот фокусировка, диафрагма на этих объективах. Объективы достаточно неплохие, хотя видно, что у них состояние, они уже очень бывалые. Объективы 60-х годов, вот эти. Но вот, в принципе, для того времени были неплохими. Сбоку вот у нас установлен мотор, он может меняться, выниматься. Здесь может вставляться даже пружинный двигатель, либо ручная ручка, то есть ручка сменная, либо двигатель постоянного переменного тока, допустим, синхронный от сети. Но вот здесь стоит обычный двигатель постоянного тока, рассчитанный на 8 вольт. Так вот аппарат работает, шум, потому что там такие вот прямозубные передачи из шестерен, то есть потом их заменили уже в следующих Convos'ах, они стали меньше шуметь, потому что тут действительно как трактор Беларусь. Вот. И здесь вот много на моторе всяких обозначений, шунт, якорь, там еще что-то такое. Так до сих пор я в них полностью не разобрался, руководства не было. Но в этом положении он гонит на полной скорости, максимальной, около 50 кадров в секунду. А через шунты он позволяет регулировать скорость с помощью ползункового вот такого вот реостата, как он называется. То есть меньше тока, больше изображения. То есть весьма примитивное, конечно, устройство. Вот наверху такая рукоятка. Такого ремешка, конечно, на Convos'е не было. Это у нас Анатолий Васильевич сделал из своих брюк, ремня брюк, сделал такую ручку для переноски. Вот теперь ходит без ремня у нас. Ну и самое главное преимущество здесь этого аппарата — это быстрая смена кассет. Кассета буквально за считанные секунды вынимается и может быть заменена другой кассетой, уже заряженной пленкой предварительно, прямо на свету. И это, конечно, был прорыв. То есть ни Арифлекс, ни какие-то другие камеры не позволяют такую производить быструю замену. Там нужно все-таки протягивать пленку, выставлять грейфер и так далее. Поэтому именно Convos — это король репортажа, хроникальных съемок, документальных фильмов. Вот, и это, конечно, очень удобно. Видоискатель вот идет через матовое стекло, через съемочный объектив. Вот, и поэтому мы видим всегда то, что будет в кадре. Довольно-таки светлый визир. И, в принципе, аппарат позволяет достаточно быстро все с ним управляться, если, конечно, и привыкнуть к нему. Но, конечно, даже после более современных Convos'ов с стабилизированными моторами, это, конечно, кажется очень отсталым, этот агрегат. Ну, вот тогда, в принципе, он летал в космос, значит, что-то мог.
Вот лентопротяжный механизм. Можно посмотреть. Обыкновенный грейфер, без всяких контргрейферов. Однозубный. Захватывает пленку и перетягивает ее в кадр. Так 24 кадра в секунду. Ну, сейчас это где-то 12 кадров, да, в секунду. По звуку. О, вот 24. Ну, такой аппарат. Ну и выглядит, что очень приятно, можно сказать, выглядит он очень стильно. То есть это стиль 60-х годов, сразу чувствуется в нем это спутник, это космос, это Волга, другие машины. То есть это видно, что все блестящее, серое. В работе камера весьма удобная, особенно при съемках репортажа. Ее можно держать за мотор, вот так, и второй рукой как бы придерживать. В принципе, баланс для оператора весьма, весьма хороший. Хотя, конечно, было бы лучше, если бы он был плечевой аппарат или как-то еще, но, в принципе, ручной весьма неплохой. И, ну вот, как для сравнения, мы можем сравнить ее сейчас с кинокамерой конкурентом, аналогом. Это камерой Arriflex. Arriflex 35 первой модели камера. Хотя это вот конкретно сейчас я держу камеру, которая выпускалась еще в Третьем Рейхе, то есть в 40-е годы 20 века, а впервые была разработана в 1937 году, то есть по сути за 15 лет до появления Конваса. Но тем не менее они полностью, в принципе, по характеристикам совпадают, и это прямой конкурент, хотя конструктивно камера выполнена совсем по-другому. А вот для съемки трансляции полета, ну, странно, что использовали Ари, возможно, это еще и трофейная техника. Так как видеозаписи-то еще не было, все фиксировалось на пленку. Вот с компендиум также есть 3 объектива, но у нас, к сожалению, нет таких денег, чтобы купить 3 объектива. Есть только установлен один 35-й объектив. И объективы даже, кстати, немного похожи по креплению на Конвас. Это 35-й объектив Astra Berlin. Ладно, да. И в принципе Arriflex также имеет мотор с реостатным регулированием скорости, кассету на 60 метров. Ну вот сейчас мы подключим, проверим, насколько по уровню шума Convas и Arriflex будут отличаться. И также подключаем Arriflex аппарат к этому же самому аккумулятору. Так, тут нужно будет выставить вот так. Но мы видим, что Arriflex намного тише. И, наверное, все-таки он немного легче. Конвас, конечно, тяжелее. Что говорить. Наша техника, она всегда тяжелая, громкая. Зато надежная. Немецкие камеры замерзали во время разгрома немецких фашистских войск под Москвой. Поэтому они и проиграли. А у нас даже в космосе камера не замерзает. И полностью хорошо работает. Держать Arriflex, наверное, немного удобнее, но тоже нужно привыкать. В принципе, камеры почти совпадают. Почти бок о бок идут. Я думаю, и сейчас эта камера еще способна поснимать в космосе. И, конечно, есть такая мечта. Было бы здорово запустить эту камеру сейчас на МКС, чтобы современные космонавты отдали дань памяти Титову и первой космической киносъемки, которую он сделал почти 60 лет назад, так как он летал 6 августа 1961 года. Как раз к этой дате было бы здорово с орбиты снять Землю, поснимать на МКС. И это было бы очень кстати, очень здорово. В заключение можно сказать, что можно испытывать лишь гордость
за нашу страну, за тех людей, которые создавали эту технику, которая снимала и на Земле, и в космосе. И, конечно, Конвас, можно сказать, что это, в принципе, это тоже эпоха, и это весьма предмет, можно рассматривать как предмет гордости нас и нашего народа. Сейчас, к сожалению, мы не выпускаем Конвасы и далеко не являемся первыми во многих областях, к сожалению. Поэтому, Герман, мы все